Давненько у нас не было видео про приватные и безопасные мессенджеры. Сегодня о таком, которому даже возможные блокировки практически не грозят. Почему? Давайте разберемся вместе. В эпоху, когда большинство приложений для обмена сообщениями требуют регистрации нового аккаунта, привязки к номеру телефона или централизованных серверов, Delta Chat предлагает совершенно иной подход. Он работает на базе вашей существующей электронной почты, или любой другой, превращая ее в полноценный мессенджер. Главная отличительная черта Delta Chat — его децентрализованная природа. Вместо того, чтобы полагаться на собственные серверы, Delta Chat использует существующую инфраструктуру электронной почты. Это означает, что ваши сообщения хранятся на вашем почтовом сервере, а не на серверах Delta Chat. Это обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и контроля над вашими данными. Потому что сообщения шифруются сквозным шифрованием End-to-End Encryption с использованием открытых стандартов, что гарантирует, что только вы и ваш собеседник можете прочитать переписку. Это делает Delta Chat привлекательным для тех, кто ценит приватность и не доверяет централизованным сервисам. Ну и плюс, заблокировать такое решение для общения физически будет практически невозможно. Иначе придется положить всю почту. При этом Delta Chat развивается, и есть приложения, которые можно открывать в чатах, а также в экспериментальной функции «Видеовызов», реализованной через Jitsi Meet. Delta Chat доступен на всех основных платформах – Android, iOS, Windows, macOS и Linux. Это обеспечивает комфортный опыт использования, независимо от того, какое устройство вы предпочитаете. Вы можете начать разговор на телефоне и продолжить его на компьютере без каких-либо проблем. Скачиваем и устанавливаем то, что подходит именно вам. И есть две возможности – войти в существующий профиль или создать новый. Про существующий будет позже, пока идем с нуля. В этом окне вводим имя, которое будет отображаться в чатах. И здесь сразу развилка. Или воспользоваться серверами по умолчанию, которые предлагает Delta Chat, или выбрать другой сервер. Тут можно выбрать из представленных или просто войти со своей почтой. В таком случае для общения будет использоваться ее сервер, то есть прям будут приходить как письма. Выберу по умолчанию. Попадаем в главное меню, где в принципе сразу рассказана база, как начать общение. Можно нажать на значок QR-кода вверху чатов, и появятся две возможности. Если вы находитесь рядом, то можно отсканировать код, а можно скопировать ссылку приглашения и отправить по какому-нибудь безопасному средству связи. Я вот уже начал чат, и что тут можно делать? Да в принципе все, к чему мы привыкли. Можно отправлять видео, изображения, аудио и файлы, и все это потом видеть сгруппированным в истории чата. Доступны индивидуальные настройки чата, вплоть до установки исчезающих сообщений. Прикрепить можно файл, контакт или приложение. Смайлы тоже на месте, как и реакции на сообщения и возможность удалить их выборочно. Что такое прикрепить приложение? Это такие простые инструменты, которые можно отправлять прямо в чате. Для чего? Например, их можно использовать как нечто полезное, опрос, список дел и так далее, так и просто для развлечения. Например, поиграть в сапера. Давно не играл, кстати. Удалить у всех тоже можно. Да, голосовые сообщения в Delta Chat доступны, это для тех, кому это важно. Конечно, можно формировать свои собственные группы, отправлять чаты в архив, закреплять их и так далее. Можно добавить второе устройство. Не буду рассказывать, почему это удобно. Для этого идем в настройки, добавить второе устройство и просто выполняем пошаговую инструкцию. Сканируем код, и все работает как часы. Экспериментальная функция «Видеозвонок». По умолчанию он будет выключен. Заходим в настройки, дополнительные параметры, экспериментальные функции, и вот тут можно включить видеовызов. После этого возможность видеозвонка будет добавлена у вас в чате, правда реализована она будет через Jitsi Meet. Теперь по важным настройкам. Первое, на что нужно обратить внимание – удаление сообщений. Можно установить таймер по удалению с вашего устройства и удаление сервера, грубо говоря, чистить их из почты. По умолчанию стоит автоматически, значит, что они будут чиститься с определенной периодичностью. А можно установить параметр при загрузке. Как только вы откроете его в приложении, с сервера оно будет удалено. И еще резервная копия. Очевидно, что если при использовании не требуется никаких логинов и паролей, то ваши переписки легко можно потерять. Поэтому можно делать резервные копии, которые в целях безопасности нужно хранить с особым вниманием. Потом можно будет легко восстановить, просто нажав, что у вас есть уже профиль на главной странице. И да, можно завести несколько аккаунтов параллельно, это очень удобно. Чтобы точно оставаться на связи, можно оставить один аккаунт, созданный по умолчанию, и второй на вашей собственной почте.
Да, конечно, у каждого инструмента есть свои плюсы и есть свои минусы. DeltaChat выглядит как хорошее решение для того, чтобы оставаться на связи вне зависимости от внешних условий. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.